Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на любовь и отношения, на загаданного мужчину, ну или для мужчин на женщину. Тут уже смотрите и интерпретируйте общий расклад со своей стороны. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях и давайте смотреть. Начнем с того, что посмотрим, какая ситуация у вас в отношениях на здесь и сейчас. Ну, смотрите, есть какая-то динамика или есть предчувствие этой динамики, да, то есть либо вы предчувствуете, что что-то должно измениться, и скорее всего, что больше предчувствия, нежели динамики. Вы бы хотели этой динамики, она вам и нужна, эта динамика, но может быть, пока у вас ситуация как бы застоялась, и нужно как бы, чтобы она сдвинулась с места, да, ну, либо у вас развиваются события прямо очень динамично, колесница все-таки, да. Ну, смотрите, у вас в отношениях динамично происходят события, которые, ну, напоминают какую-то магию, мистику, либо ваши отношения резко остановились, либо вот прямо вот надо, чтобы они сдвинулись с места, но они все никак не сдвинутся. И вот видите, скорее всего, у вас отношения никак не сдвинутся с места, никак не произойдет то, на что вы рассчитываете в отношениях. Но смотрите, как минимум дорогу и движение перекрывает некая жрица, да, то есть может ли быть магия? Ну, может ли быть соперница? Может. Ну и может ли кто-то просто перекрывает дороги вам, да, просто мешает? Да, может. Давайте дальше смотреть. Шестерка пентаклей. Ну, у меня такое ощущение, что в ваших отношениях присутствует человек, который имеет большое значение. То есть он с большим весом или с большим статусом этот человек, и с этим статусом он может влиять на ваши отношения. Ну, здесь это вообще обычно мужская карта, здесь женская, то есть это может быть и мужчина, и женщина. И он, знаете, вроде бы в этих отношениях нельзя сказать, чтобы против вас, но и не за вас, да, и как бы и вашим, и нашим, да, и туда, и сюда. Ну и здесь прямо Луна, знаете, как будто бы ваши отношения преследуют темные силы, да, какие-то. Все-таки жрица Луна, может быть, какой-то человек, ну, являясь не очень хорошим, да, давайте так скажем, но делает вид, что он хороший. То есть, как, может быть, благими намерениями выслана дорога в ад, да. То есть есть некий человек, который вроде бы как со стороны влияет или пытается влиять хорошо, но получается как бы плохо, или он делает вид, что он хороший, а делает плохо, да. Ну, тут, смотрите, вот это две карты больше мужские, а это две женские карты. Ну, могут ли здесь быть родственники? Да, где они, эти родственники? Вот в этой карте. Вот в этой карте. Вот в этой карте. А здесь просто как распределение потока. Вот эти три карты, они на родственников так прямо или косвенно указывают. Да? Давайте смотреть дальше. Мне пока как бы все равно больше женских энергий. Женская, все равно здесь энергия рака, да. Поэтому, знаете, как будто бы все-таки женщина, но мужчина тоже не исключен здесь. Давайте дальше смотреть. Четверка мечей здесь может быть прямо вот, знаете, как будто бы если делать диагностику, вот если бы мы делали диагностику, я бы сказал, что здесь остуда.
на отношениях. И у вас отношения эти либо замерли, либо зависли, либо остывают, либо, допустим, мужчина перестал быть холодным, да, стал холодным, или женщина стала холодной, прямо как будто бы или отвернулась, или забыла, или игнорит, или замолчал, или приостановил эти отношения, или пытается разорвать, или делает все так, чтобы эти отношения шли по какой-то, темной, холодной дорожке, да, вот такое вот какое-то идет. Давайте дальше. Тут смотрите, здесь очень много рака. Рак, да, с двух сторон рак. С одной стороны мужчина, с другой женщиной. Сразу за мужчиной идет женщина. Здесь либо, допустим, мама в этих отношениях, либо жена бывшая, либо любовница. В общем, есть такой некий человек, из-за которого эти отношения останавливаются. И этот человек даже может пытаться и что-то, может быть, и делает вид, что все хорошо, да, вот особенно по вот этим двум картам. Но вот эта жрица и вот эта луна, они все портят. Понимаете, как жрица, луна и четверка мечей, как такие карты, которые прямо останавливают ваши отношения. Хорошо, давайте посмотрим, что скрывает рак. Проверяем рака. Что скрывает мужчина в глубине души? Что скрывает мужчина в глубине души? Мужчина в глубине души скрывает других людей, мысли других людей, которые прямо влияют на разрыв ваших отношений. То есть мужчина знает, что кто-то его с вами разъединяет. Тройка мечей. Давайте дальше смотреть. Что скрывает женщина в этих отношениях? И тут уже смотрите по своей ситуации, кто эта женщина может быть. Соперница, мама, вы и так далее. То есть настраиваетесь на жрицу, давайте так скажем. Сокровенная тайна соперницы. Соперница здесь любит, скорее всего. Любит. Если это мама, то она любит или дочь, или сына, да, тут уже смотрите. И все это влияет на движение, на дороги, перекрывает дороги, влияет на дороги. То есть, по сути, вот эта женщина, да, если вы женщина, она, это как бы вас отдаляет. И как будто бы она перекрывает эти дороги все-таки. Хорошо. Есть ли у вас крадник через предмет? Представьте себе, вдруг вам что-то дарили недавно, да, вот подарили в этих... видите, карта осталась. Просится на стол. Есть ли крадник? Он может быть. Мы не делаем сегодня диагностику негатива, но я беру вопросы из потока. Смотрите, это именно предмет, с которым вы не расстаетесь, поэтому будьте осторожны. Если вам дали что-то, и вы это что-то после того, как приняли, получили в отношениях Луну, да, какой-то негатив, и у вас там мужчина замолчал и так далее, то вот это ценное, оно ценное для вас, им надо пожертвовать, лучше пожертвовать, да. Может ли быть крадник? Да, скорее всего, он есть. Лучше проверяться, потому что рядом Луна и так далее, да. Карта такая, как будто бы вы его носите с собой, на себе, или это предмет такой, вы его считаете ценным. Хорошо. Давайте посмотрим немножечко Луну, да. Какая сила или энергия преследует вас в этих отношениях? Или же можно еще спросить, помимо энергии, какая энергия скрывается на дне, да, или в глубине души вашего партнера, так тоже можно. Это чистая энергия, но это энергия женщины.
Как минимум для женщины эта энергия чистая. Так что здесь противоречие, да? Мы видим Луну, а с другой стороны мы видим абсолютную чистоту. С одной стороны мы видим абсолютную магию, а с другой стороны мы видим что-то очень чистое, да, совершенно не магия, а какую-то логику абсолютную. Но тем не менее, в глубине души скрывается чистая женщина. Услышите это? Или чистая энергия. Причина того, что он... Еще одна причина, да. Потому что причина того, что он остыл. Помимо остуды, помимо магии, что он отвернулся, там, не звонит, не пишет, а вот так. Если, например, откинуть магию, да. Какая может быть такая причина? Десятка мечей хочет разорвать эти отношения. По десятке мечей идет разрыв, прекращение. Либо кто-то очень хочет, чтобы отношения были разорваны. То есть причина того остывания и отворота – прекращение отношений. То есть кто-то работает методично на прекращение. Давайте посмотрим. Вот эта женщина, она делает привороты или остуды, да или нет? В интересах семьи, скорее всего, да, и она прилагает очень большие усилия. И, скорее всего, здесь за этой женщиной стоит род, родственники и статус и сила. Хорошо, давайте спросим, это конец или пауза? Тройка мечей. Это конец или пауза? Это зависит от обстоятельств. Больше всего это будет зависеть от мужчины, от ресурса мужчины, от силы мужчины, от терпения, от власти, от выдержки. То есть, я скажу, что продолжение, может быть по этой карте. Это такая карта, она очень она статичная, она вообще неподвижная практически. Но карта сама по себе неплохая, поэтому давайте пока что карты видят паузу. Каким способом можно достичь продолжения отношений? Справедливым способом. Это карта справедливости все-таки. Но я скажу так, что, возможно, если действительно на вас магичат, то вам тоже нужно магичить. Да, здесь прямо кукла Вуду, и кукла Вуду здесь как символ справедливой магии или справедливого бумеранга или справедливой расплаты. Да. Хорошо, давайте спрашивать. Готов ли загаданный человек вас потерять? Нет, не готов. Здесь у нас император, а император, ему все мало. Поэтому император просто так не готов ничего терять. Ему чем больше, тем лучше. Нет, не готов. Хорошо. А будет ли он вас возвращать? Нет. Нет. Потом, если, может быть, пойдет поток. Здесь я хочу спросить, какой он видит вас сегодня? Какой? Нет даже, нет. Винит ли он вас? Обвиняет ли он вас? Нет, он вас не винит. То есть он вас не обвиняет. Нет, не обвиняет. Здесь вы как чистый человек получаетесь. Хорошо. Что поможет вам положить конец его игнору, да, то есть он вас игнорит здесь все-таки. Что поможет положить конец этому игнору? Смотрите, здесь паж жезлов, а паж жезлов – это посторонняя энергия или посторонний интерес. То есть, как минимум, вам нужно убирать людей, которые имеют посторонний интерес.
и воздействовать, возможно, посторонней энергией. Здесь огонь и здесь огонь, они рядом. И, скорее всего, два огня, ну, здесь 9 и 11, это 20, страшный суд с помощью огня, то есть очищение огнем, да, должно происходить. Поэтому, если другим людям будет это неинтересно, а вы будете задействовать постороннюю энергию, тогда этим отношениях будет больше огня и больше тепла. Соответственно, здесь остуда, а здесь огонь. Соответственно, таким образом вы сможете растопить лед его безразличия в отношении к вам. Хорошо. Возможно ли у вас с ним семья? Семья. Возможно ли у вас с ним семья? Да. Королева Пентаклей прямо говорит об управлении хозяйством, поэтому да, особенно если вы рак, скорпион или рыба, козерог, дева, телец. Но это особенно, да. Тут женские карты, женские энергии именно в этих картах раскрываются. Хорошо. Как он видит будущее ваших отношений? Король Пентаклей проверим. В будущем ваших отношений он хочет сохранять полный контроль над вами, и при этом он видит будущее, где он полностью контролирует вас и ситуацию. Вас и ситуацию. Хорошо. Как он видит вас двоих как пару? Вас двоих как пару. Как он видит? Ну, он видит это позитивно, и ему этот вид, да, когда он видит и представляет вас как пару, он кайфует. То есть он видит вас двоих как приятную пару для его души и для его глаза, да, для его видения, для его взгляда. В его видении вы как пара кайфовая. Вот так. Кайфовая именно. Ну, король кубков все-таки. Хорошо. Его власть над вами, в чем она выражается? Ну, это угрозы все-таки и рыцарь мечей. Это угрозы, это агрессия, это жесткость. То есть его власть над вами выражается в его жестком поведении, в его характере и, возможно, в его харизме. Харизма присуща обычно жестким людям. Ну, как правило, харизматичные люди пользуются своим качеством, да, жестко достаточно. Ну, это в больших случаях, да. Девятка жезлов. Чего он добивается от ваших отношений? Что он хочет? Ну, он хочет, знаете, какие-то рамки выставить. Все-таки четверка жезлов – это какие-то ограничения. Ну, как бы это, с одной стороны, достижение, но это... То есть он не хочет давать вам больше, чем может. Чего он добивается? Не дать больше, чем он может. Ну, вот такая карта здесь, она в контексте. Что он может предложить вам, помимо того, что он уже предложил? Ну, он может вам предложить попытаться вернуть все и попытаться вернуться. Может быть, себе вернуться, да, ну, как бы попросить вернуться, либо вас попросить вернуться. У меня эта карта здесь срабатывает пятерка кубков, как попытка возвращения. Чем вы его держите? Что в вас такого ценного, что он не может вас отпустить? Ну, здесь выпадает дьявол. Как минимум, может быть, он чувствует, что вам что-то должен. Может быть, чувствует, что вы ему что-то должны. Здесь нужно понимать, видит ли он в вас именно дьявола. Учитывая то, что я сказал, что он видит в вас чистую женщину, как бы, да, или чистого человека, чистого партнера, то вы его держите, возможно, своей слабостью, своим умением подчиняться и уметь зависеть
от партнера таким образом, ну, чтобы, может быть, это было выгодно обоим. Это определенного рода искусство, и оно присуще не каждому человеку, но, скорее всего, в вас оно присутствует. Давайте посмотрим, сможет ли он вас отпустить. Именно отпустить. Но я скажу так, да, но только после того, как вы отработаете, ну, какую-то кармическую проработку, да, вот так вот. Да, но не сейчас, не завтра, не скоро. Да, но не скоро. Он вас не сможет скоро отпустить. Какой след в его сердце вы уже оставили? Смотрите, вы оставили в его сердце такой след, что он уже многое понял и достаточно зол. То есть он как бы злится. И этот след, да, злит его. То есть какой? След агрессии. 2 карты агрессивных, причем рядом, а сердце вот оно. Хорошо, что больше всего его злит и почему он агрессирует? Ну, во-первых, это Скорпион. Может быть, он действительно у вас Скорпион. Кстати, здесь король. Видите, много королей повыпадало сегодня. Король кубков есть. Король мечей есть. Ну, в принципе, больше и нету. Да, рыцари. Так есть король королей, император. Так вот, смотрите, почему? Это страсть, и, этот человек, знаете, такой аркан 13, смерть, да, здесь получается как бы, он, знаете как, это человек, который думает, что он будет жить вечно, что ему все принадлежит, может быть, жесткий характер, может быть, личность такая, знаете, как вот по королю мечей психопатическая, да. То есть это человек достаточно страстный и пристрастный. И по императору, да, видите, император, рыцарь мечей и смерть, да, вот такое ощущение идет, что он, власть здесь, 4. То есть, что ему мир принадлежит, он, привык. Вот есть такие очень жесткие люди, да, и они там, весь мир крутится для него или для нее, то есть, поэтому он считает, что он и есть те самые роковые события, вокруг которых все происходит. Да, вот так. То есть немножечко мания величия. Агрессия его из-за того, что он такой. Да. Хорошо. Может быть, вам прекратить эти отношения? Давайте спросим. Этот вариант вы можете рассматривать, и вы пока что всегда сможете прекратить эти отношения. То есть, да, но торопиться пока не стоит. Хорошо. Скучает ли он по вам в эту минуту прямо сейчас? И чувствуете ли вы это? Да, он скучает, и вы ему снитесь. Чувствуете ли вы это? Скорее всего, да. Что это за дьявол? Какая именно сила и чем вы друг от друга зависите? Да? И здесь висящий. 12. Дьявол здесь в кармическом узле, в кармической проработке, в чувство вины, в чувстве долга, в долге финансовом, денежный долг здесь может быть, и возможно в какой-то тайне, и в каком-то знании, потому что тут знание есть, тут тайна, вас связывает это тайное знание, которое вам еще предстоїть открыть. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і почуємось. До зустрічі, па-па.